История родного края лежит в наших сердцах, а сохранение истории родного края сосредоточено в наших головах. Покорщина. Именно так называют поместье четы Дороганов, Веры Григорьевны и Ефима Федоровича. Архитектурный комплекс, сохранившийся до нынешних времен в виде усадьбы, каменицы и конюшни, построен в середине XVIII века и является единственным уцелевшим деревянным комплексом казацко-старшинского типа на левобережной Украине, главными врагами которого являются время и безразличие. Уникальный архитектурный комплекс находится в поселке Козелец Черниговского района, куда в 1708 году было переведено полковое управление Киевского полка, а с 1744 года начинается история Покорщины. Существует две версии возникновения названия Покорщина. Одна из них гласит, что дочь Петра I Елизавета тайно выходила замуж за сына трактирщицы Алексея. Согласно обычаю, невеста после венчания обязана покориться матери своего новоиспеченного мужа. Трактирщица дожидалась окончания церемонии, и царская дочь, ее невестка, уклонилась в свекрови, несмотря на взирающих на все это с любопытством соседей. Другая версия объясняет возникновение названия Покорщина производным от фамилии полкового писаря Ивана Покорского, который владел землями под комплексом до 1744 года, покуда его имущество не выкупила Наталья Разумовская, та самая трактирщица, для приема невестки, российской императрицы Елизаветы. Позднее она подарила поместье своей дочери Вере Григорьевне Дороган, супруге киевского полковника Ефима Федоровича Дорогана. Существует интересная легенда про Наталью Разумиху. Императрица Елизавета пригласила ее к себе в палац в Санкт-Петербург и приказала нарядить ее соответствующим образом, подобающим чину царского двора. И казачка Наталья Разумиха, увидев себя в зеркале, поклонилась, думая, что перед ней императрица, чем, соответственно, вызвала смех. Строение пережило несколько перепланировок, поэтому определить его изначальный вид уже не представляется возможным. Известно то, что в 1980-х годах утрачен один из флигелей усадьбы, а территория поместья с бывшим парком нынче застроена гаражами и частными домовладениями. Одноэтажная усадьба состоит из 10 небольших комнат разного назначения, а также подвала. Важно отметить, что для удобства перемещения по дому все комнаты являются проходными. Усадьба была обустроена мебелью и предметами обихода, которые ныне являются выдающимися произведениями прикладного искусства, из коих портреты Ефима Федоровича Дорогана и Василия Ефимовича Дорогана 1760-х годов нынче хранятся в Черниговском художественном музее. Сейчас усадьба находится в агонизирующем состоянии. Впрочем, дальнейшие комментарии относительно ее пребывания излишни. Единственное, что хочу сказать, внутри усадьбы обосновался бомж, который захламил комнаты и подвал, а также устроил в одном из помещений туалет, поэтому о запахе в строении лучше не упоминать.
В видео я использую материалы фильма «Звезда пленительного счастья», снятого на территории архитектурного комплекса режиссером Владимиром Мотылем в 1975 году. Фильм рассказывает о трагической судьбе декабристов и их жен. Усадьба Дороганов была восстановлена полностью для съемок сцен с участием четы Волконских, чей быт отображен в начальных сценах фильма. К сожалению, мне не удалось узнать, были ли выполнены съемки убранства комнат конкретно в усадьбе Дороганов, однако, глядя на эти сюжеты, можно представить быт высокопоставленных лиц того времени. Новые современные ставни. Ага, а вот и вход в подвал, да? Здесь, кстати, канализация, походу, была. Ух ты, как интересно. Либо это водоснабжение. И вон там еще одна емкость какая-то. Или именная канализация. Думаешь, это с того времени сохранилось? Взяли вони її обережненько, додому принесли, зробили з пір'ячка гніздечко, отак, Микола Сергійовичу. Посадили туди качечку, а самі в ліс за грибами пішли.
Каменица была построена в середине XVIII века Ефимом Дороганом, которая использовалась для хозяйственных и фортификационных целей. Здесь хранился арсенал Дороганов, позднее была сокровищница Киевского полка, а еще каменица использовалась как погреб. В Советском Союзе строение использовалось в качестве амбара, после чего было заброшено и на данный момент времени медленно разрушается. Там какая-то дыра, куча мусора. Кстати, не, это просто дыра в земле. Походу, здесь нету выхода на второй этаж. Это надо залазить сверху. Как бы тут не развалиться. Но я не уверена, что я залезу на самом деле. Вопрос в том, как я буду отсюда слазить, если я все-таки залезу. О! Здесь все разрисовано. Не знаю, что это за дырка в полу. Ну, похоже, там ничего особо нету, судя по насыпи. Стараясь не топтать чьи-то грядки, мы пробираемся до каретного сарая, находящегося неподалеку от усадьбы Дороганов. Вплотную к сараю пристроен забор домовладения. Часть строения заходит на частную территорию. Вероятно, разрушить сарай не позволяет его охранный статус. Однако время действует вопреки его сохранению. Внутри состояние каретного сарая уже говорит о том, что строение скоро канет в лета, ибо в кучу прогнивших досок с крыши опадут и стены, нынче все еще имеющие очертания того помещения, где предназначалось быть лошадям и всему, что с ними связано. Пока власть имущие годами рассказывают о том, что архитектурный комплекс необходимо спасти, в скором времени, к сожалению, спасать уже будет нечего. Доброе слово потомков – это все, на что мы надеемся.